Всем привет, друзья! На связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалюты. И по традиции хотелось бы начать с битка. Всех хочу поздравить с отличным шортом, который мы брали на правом плече в районе 38-40 тысяч. Собственно, отработку к уровню 29 800 мы с вами получили. Все, кто, скажем так, на прошлом видеообзоре брал шорты там в районе 38-39, всех, собственно говоря, поздравляю. Вчера я все свои шорты закрыл. Также откупил спот 29 500, эфир откупил 17, но к эфиру чуть попозже вернемся. Также от 29 200 брал лонг хороший, его я, собственно говоря, закрыл в районе 33 800. И сейчас, по большому счету, смотрю за возможным образованием какого-то PPR дневного, да, то есть если мы в течение сегодняшнего дня сможем закрыться выше уровня 34-35 тысяч, то тогда с большей долей вероятности мы сходим на ретест пробитого уровня в районе 38-40 тысяч. Если, собственно говоря, тогда и этот уровень у нас будет пробит, то тогда потенциальные 44-46 это будет моим, скажем так, уровнем, да, куда бы я хотел увидеть цену в ближайшее время. То есть это либо 38-42, либо уход сразу на пробой 44. Это позитивный сценарий. Негативный сценарий, его можно увидеть на 6-часовом таймфрейме. И по большому счету сейчас мы двигаемся в треугольнике, ранее, скажем так, сформированным, да, вот это все у нас ушло как сбор ликвидности, и по большому счету, если мы не сможем пробить уровень 35 600, 35 400, то уже сейчас есть вероятность пойти как минимум образование какого-нибудь дракона, то есть это вот уровень опять 31 500, 32 200 и дальнейший, скажем так, либо отскок, либо поход обратно на обновление лоя. Если мы не сможем удержать уровень 31 200, то с большей долей вероятности, друзья, мы полетим с вами там 24-26 тысяч. У нас такой сформировался некий клин, что-то подобие клина. Я даже вот могу по телу взять. Если здесь по телу брать, то мы его уже там типа ретестнули. Если не брать, а брать тень, то тогда у нас с вами вот формируется такая какая-то махина. Ретест верхней границы будет как раз таки в районе там 34-36 тысяч, 35-36, наверное, даже больше так. То есть если мы сегодня, завтра пойдем, проретестим уровень 35, ну максимум сквизнем 36-100, то, наверное, здесь посмотрю на какой-нибудь уровень продаж. То есть всегда смотрите за ретестом или пробоем тех или иных уровней. То есть мы не торгуем никогда просто в сухую, мы берем всегда ближайший уровень поддержки и по большому счету смотрим, где же можно будет откупить. Если смотреть без каких-либо линий, у нас на 12 часах есть жирный дивер. Вот здесь вот если смотреть от уровня 20 мая к нынешнему, вот жирнющий дивер. И по-хорошему, конечно, да, уровень там 34-36 в ближайшем времени мы можем сходить, 35-36, да. То есть не пробиваем, идем обратно в сторону 31-30, а если пробиваем, то уровень 38-40 в перспективе будут видны. Тогда подытожу по битку сразу. Если мы в течение сегодня-завтра не можем закрепиться выше уровня 35-35 500, то тогда буду смотреть за уровнем каких-либо продаж. Вот здесь нравится вот здесь вот уровень сопротивления вот этот, да, и где-то вот здесь буду смотреть за продажами. Это негативный сценарий. Позитивный сценарий – это пробой закрепления выше 35 500, затем пробой 36 800 закрепление, и тогда 40 тысяч вполне вероятно можем сходить. Эфир откупил по 17.80. Мы на прошлом обзоре я примерно указал зону, где жду эфир.
Больше хочу сказать, что мы сходили прям ровно на 16 там, с копейками, ну, на 1700, грубо говоря. 1758, 1758 у меня вход в эфир. Я откупил 10 штучек. Собственно, стоп можно уже выставлять в безубыток. И вот по эфиру такая же история, как и по битку. То есть всегда смотрим за пробоем или за ретестом тех или иных уровней. То есть если сейчас эфир пробивает у нас уровень 20, 50, 20, 80, и вот так вот, скажем так, рисует дракона, то в перспективе 2300, 2290 ждем. Если не пробивать, то тогда все-таки еще раз вниз хочу увидеть в районе там 1600, а вообще лучше вот всю эту зону 1450, 1550 было бы круто, если бы зацепило. То есть смотрим так же, как и на битке, если мы сможем плюс-минус пробить, закрепиться выше уровня 2100, то перспектива 2350, максимум 2400. Если нет, то уже поход обратно на 1700, 1400, 1500. BNB. BNB не откупал, то есть я откупил только SXP, биток и эфир. По BNB есть то же самое двойное дно, но вот здесь вот жду какой-то, наверное, треугольник и ретеста уровня 320. То есть если 315-320 пробьет, то с большей долей вероятности 360 сходим. Если нет, обратно в сторону 240 на треугольник с плоским дном и поход обратно вниз. Так, SXP. SXP откупил по 1.55. Вот где-то здесь, да, вот здесь вот. По SXP очень хорошие новости, очень хороший фундаментал. У них обновление сети, у них выход большого количества там, новых приколюх для держателей SXP. В целом мы выскочили вот из этого треугольника сопротивления. Если закрепляемся выше 1.75, то поход, думаю, 2.12, 2.25. Там буду скидывать всю свою набранную позу. По лайтку тоже большой дивер. Жду, наверное, поход 140, ретест. И дальше война вам покажет, собственно, как и на битке. То есть, опять упираемся полностью в биток. Если биток идет сейчас в район там 35 600, 35, да, 35 600 и формирует какую-то разворотную модель, там гип с дивером, с ретестом, еще чего-то, то тогда буду искать шорт, можно выбрать эфир в таком случае, либо биток, разницы нету. Поэтому смотрите, собственно, главное не рискуйте большой котлетой. То есть пока рынок не определен, мы в принципе действуем очень осторожно, не откупаем full депо. Я думаю, что дно еще нас не настигло, хоть и все уже откупаются, и Аламеда откупаются, и крупные хедж-фонды тоже откупаются, и все вот это падение откупалось. Ну, то есть, да, я думаю, что мы там отскочим 38-42 максимум, и обратно будем трогать 15 за биток. Я говорил и буду говорить, пока буду ждать этого уровня. Так, дальше, наверное, посмотрим Tezos. Tezos тоже неплохо отскочил. У Tezos есть такой же большой дивер. Я думаю, там зона easy 3-3.20 может сходить. Нужно смотреть за фундаменталом, какие новости есть у Tezos. Ripple сходил на поддержку от 0.5 и по большому счету проретестил пробитый вот этот огромный треугольник, выше которого мы находились по большому счету пару месяцев. И сейчас, если нас закрепят выше опять уровня 0.5, ну жду, наверное, какую-то разворотную модель, на нее пока не очень похоже. И если увидим какую-то там из серии там дракона, двойное дно, какой-то такой типа сквизец, то я думаю, тоже можно будет подобрать, потому что здесь в целом Так, ну, с камина. У него есть такой, в принципе, канал сейчас торговый. Давно Ripple вообще не смотрели, уже как раз таки пару месяцев не смотрели. Вот мы сформировали какой-то такой канал и, по сути, очень хорошо отскочили. Нас откупили очень хорошим таким баром. И, по большому счету, сейчас ретест 0.75 и пробой позволит обратно на $1.1 сходить. Поэтому у кого есть залежи Ripple, кто не успел выскочить там типа в районе $1,5, смотрите за уровнем 1.1, возможно, это будет для вас неплохая точка, чтобы выйти. По эфир классику, собственно говоря, ну да, какие треугольники, господи.
По эфир классику та же самая история, как и Ripple, собственно, поэтому одновременно мы смотрим вот оба этих актива. Мы также сформировали некий подобный клин, и если сейчас биток будет отскакивать, то у всей альты есть небольшой потенциал там отскока 15-20, а возможно у кого-то и 40%, поэтому там по 2-5% максимум в позицию можно что-то откупать на ближайшем там падении, да, кто не откупился. То есть я рекомендовал откупиться по 29 800 и в этом диапазоне, когда мы к нему там плюс от вас, да, ну 29, 28 плюс-минус, и мы сейчас сидим откуплены. То есть я, если буду только скидывать всю позу, если мы ниже 31 тысячи сразу пойдем, тогда я выйду в БУ и на остатки и буду перезаходить просто в районе 26 тысяч. То есть сейчас, друзья, и кто не откупил спот, смотрим за уровнем ближайшим 35-36. Здесь, может, попробуем шортануть до следующего уровня откупа. Кто откупился, кто откупался со мной, стоп в безубыток все уводим. Ждем как минимум реакции по битку 35-36. И я думаю, это вот как раз таки биток 35-36, эфир там 200-250. BNB, возможно, 320, SXP 2.2, 2.1, Litecoin 140. Ну, хотите, давайте еще EOS. EOS 4 и 3, 4 и 4. Давайте, ладно, не Cardano, не хочу. Ripple 0.75. То есть вот эти уровни, по большому счету, ну вот, кстати, ТВТ красиво выглядит. Тоже вот этот клин. Жирнющим, кстати, через него уже выходит с дивером. Но ТВТ можно вообще купить цель 0.6 easy, то есть это x2. Интересно, надо посмотреть, какой фундаментал у ТВТ, потому что график красивый, ведь пробой, конечно, и прям на дне находится, и ну, стоп-то, конечно, такой противный. Ну да, это, ну типа, причем у него ретест как раз таки будет в районе там 0.45, 0.49, это 50-60% с коротким стопом, ну нифига себе короткий, блядь, стоп, you know, что-то Пентагон про короткий стопа забыл, 25%, ну при маленьком депозите, ну в смысле при маленькой позиции можно попробовать, почему бы нет, ТВТ вот хорошая рекомендация. SXP у меня уже есть, но вот ТВТ вместо, допустим, эфира, да, взять или биточек сократить и взять ТВТ. Ну, короче, будем смотреть сейчас. Так, и еще хотелось бы посмотреть за Амер Фандой, там что-то, короче, какой-то кипиш проходит вообще. Facebook АТХ, Apple уйдет на АТХ, скорее всего. Amazon почти АТХ, Microsoft АТХ, но все с диверами, с лютыми, с Google АТХ. То есть вообще, на мой взгляд, S&P тянут вверх сейчас до какого-то уровня 4.4280, 42-43, возможно, какой-то сквиз. И я все-таки сейчас до сих пор жду падения дальше вниз. Вот мы, собственно, сходили на 400, не сходили до 430, мой уровень откупа, блядь, сходили, как обычно, там, на 10 пунктов выше. Классика жанра, собственно, не буду вам жаловаться, все так прекрасно знаете. Клин буду рассматривать какой-то, то есть это ну, 100% буду ждать вот этот клин. Он будет сейчас и на нефти, и на фанге, и, мать его, тоже даже спасибо, кто наконец-то мне пишут из серии ВВ, спасибо большое за доллар, типа народ откупает нормально по 72, по 71, я думаю, если даже дадут там в районе 70, не страшно, ждем с целью 85. А вот у Еврозы надо, короче, смотреть, ниже уровня 83 надо будет, наверное, попробовать откупить. То есть я пока еще евро дополнительно не откупал, но я сейчас понимаю, плюс-минус, вот так вот, если мы смотрим, то уровень 82 для нас будет хорошей точкой для дозакупки. Здесь тоже ретест пробой, здесь ретестим и полетим наверх. Так, друзья, на связи был, как обычно, Пентагон, это был еженедельный выпуск. Оставляйте свои комментарии, пожалуйста, под видео на YouTube, это помогает развитию канала. Также сделаю опрос в канале, какую-либо
новую рубрику вы хотели бы увидеть на канале, то есть это либо какая-то открытая торговля, либо дополнительный видеоконтент, интервью, ну, то есть я напишу там несколько градаций, пожалуйста, выберите, не обломайтесь, нажмите хоть раз кнопку. Все, на связи был Пентагон, пока-пока, до свидания.